Приветствую вас на вязальном канале «Творчество на спицах». Меня зовут Людмила Прижевская. Осенью я связала себе куртку с капюшоном, на молнии, с накладными карманами, с жаккардовой вставкой на спинке, капюшоне и карманах. Оригинального названия у нее нет. Я так и называю ее «Моя осенняя куртка». Хотя и весной она придется очень кстати. И вы, если захотите, можете повторить эту модель. Вязала, соединив 6 нитей. Супер Джелонг от Зена Баруфа, 100% меринос, 1500 метров в 100 граммах, цвет тыква, 2 нити. Семеновская Лидия, полушерсть, 1613 метров в 100 граммах, 2 нити в 2 оттенках. Мохер на полиамиде, 1000 метров в 100 граммах, цвет рыжий, 2 нити. Общий метраж основной пряжи получился 219 метров в 100 граммах. Для отделки и вывязывания жаккардового узора соединила 5 нитей. Супер Джелонг от Зена Баруфа, 100% меринос, 1500 метров в 100 граммах, коричневого цвета, 4 нити. И мохер на полиамиде Аврора, 1000 метров в 100 граммах, коричневого цвета, 1 нить. Благодаря такому составу кардной пряжи плюс мохер полотно получилось очень легкое, теплое и довольно экономичный расход. Общий вес куртки 550 грамм. Для вязания использовала спицы 6 для основного полотна и 4 мм для выполнения подгибов по рукаву, по низу куртки и обвязки капюшона. Плотность вязания лицевой глади составила 14 петель и 17 рядов в квадрате 10 на 10. Вязала на размер 48-50, регланом сверху, с расчетной шириной корпуса 60 сантиметров и шириной рукава 20 сантиметров. Длина регланной линии по переду составила 31 сантиметр. Набирала 69 петель, провязала 2 ряда
лицевой гладью и расставила маркеры согласно схеме. Связала классический росток, делая развороты по меткам на схеме. Регланная линия не имеет как таковых петель. Прибавки выполняются в каждом лицевом ряду следующим способом. Не доходя 2 петли до маркера, обозначающего центр регланной линии, провязывала 2 вместе лицевой с наклоном вправо, не снимая петель с левой спицы, делала накид и провязывала еще 1 лицевую. То есть из 2 получалось 3 петли. Перебрасывала маркер и из следующих 2 петель также провязывала 3 петли, только с наклоном влево. Со второго ряда от горловины по центру спины вывязывала жаккардовую вставку согласно схеме. Вся информация по этой модели есть в текстовом виде в свободном доступе на Дзен. Ссылку я оставлю, если получится, в описании к видео или же в первом комментарии. По высоте кокетки по передним линиям реглана высота кокетки составила 42 ряда. И до разделения вязания на спицах было 249 петель. Разделение сделала в такой пропорции: 75 петель спинка, полочки по 36 петель, рукава по 51 петле. Набрала 10 петель на подрезы и вязала корпус на 167 петлях и рукава на 62 петлях. После завершения жаккардового фрагмента для компенсации разницы плотности вязания жаккарда и глади я сделала 3 убавки. Если посмотреть, вот они, 1, 2, 3. И полотно идет абсолютно ровно. Низ куртки я оформила подгибом шириной 4 сантиметра с кетлевкой. В конце, после ВТО, вставила резинку эластичную. Рукава также вязала на спицах 6 миллиметров. Делала 8 убавок через 6 рядов по 1 петле. Оставшиеся 54 петли вязала прямо до манжеты. Манжета из 36 петель, также с подгибом на спицах 4 миллиметра, с кетлевкой. Резинку в манжет не вставляла. Капюшон начала вязать с обвязки горловины кетлевкой в карман. На 2 пары спиц 3 миллиметра набрала по горловине 69 петель, столько, сколько было первоначально набрано для вязания. На каждую спицу пряжи коричневого цвета. Вязала лицевой гладью с лицевой
и изнаночной стороны у меня было круговое вязание. То есть, провязывая по лицевой стороне, вязание провязывала по изнаночной стороне. Затем соединила попарно петли двух спиц и на полученных 69 петлях начала вязать капюшон. Капюшон начала с провязывания укороченных рядов для заполнения выреза горловины изделия. Сначала с одной стороны полочки, потом с другой. Я решила это место сделать более стабильным и выполнила двойным. Для этого набрала по 16 дополнительных петель и с изнаночной стороны. Далее провязала эти места и вышла на прямое вязание капюшона. И выполняла два клина расширения, прибавляя по одной петле в каждом втором ряду с двух сторон. Всего сделала 8 прибавок с каждой стороны. Со второго ряда начала вывязывание жаккардового узора. И здесь для компенсации разности плотности лицевой глади и жаккарда сделала 2 прибавки. Далее, после как вывязала клинья, расширение капюшона, 34 ряда вязала ровно, продолжая вывязывать жаккардовую вставку. Для скругления макушки капюшона убавила 2 раза по одной петле в каждом четвертом ряду, 3 раза в каждом втором ряду и 2 раза в каждом ряду. Далее вязание шло только по центральной части с жаккардом, а петли боковых частей убавлялись в конце каждого ряда по одной петле, пока на спицах не остались только центральные петли. К этому моменту я закончила вывязывать жаккард, и при переходе на лицевую гладь я также равномерно убавила 3 петли. По краю капюшона сделала обвязку, набрав на 2 пары спиц 4 мм петли по краю капюшона, как для кетлевки в карман. Вязала только с лицевой стороны на высоту 6 см и выполнила кетлевку с петлями на изнаночной стороне. Получившийся рулик продела шнурок для регулировки размера, ну и просто для красоты. Далее перешла к обработке полочек с подготовкой места для вшивания молний. Аналогично кетлевки в карман набрала петли на 2 пары спиц по краю каждой полочки пряжи коричневого цвета. Набирала в таком ритме из каждого ряда полотна по одной петле. Вязала лицевой гладью по лицевой и изнаночной стороне круговое вязание тоже. Провязала 4 ряда, закрыла петли на каждой спице отдельно, не соединяла их, и образовался открытый карман. Сметала его для выполнения ВТО.
Молнию вшивала после ВТО. Для кармана набрала на бросовую нить 31 петлю. Карман вязала сверху вниз. На спице 4 мм. Провязала 20 рядов. Соединила с наборным краем. Получила подгиб. Продолжила вязать на спицах 6. С первого ряда вывязывала жаккард в виде ромба. Это часть со схемы жаккарда на спине. Для закругления по низу кармана убавляла 4 раза в каждом втором ряду по одной петле и 2 раза в каждом ряду по одной петле. Закрыла оставшиеся петли. Для обвязки набрала по краю кармана петли на 2 пары спиц, подобно набору кетлевки в карман. Вязала только с лицевой стороны, 8 рядов. Сделала кетлевку с оставшимися спицами, с оставшимися петлями по изнаночной стороне. Выполнила отдельно ВТО куртки и карманов. И когда изделия высохли, пришила карманы и вшила молнию длиной 65 сантиметров. Для закрепления карманов с изнанки пришила легкие кокосовые пуговицы. Вы заметили, что в планке карманов я вставила резинку? Тоненькую, как ниточка. Пришлось это сделать потому, что планки карманов получились шире, чем сам карман. Несмотря на то, что я вязала их на спицах 4, а карман на спицах 6, все равно планка получилась шире, чем карман. И без резинок он немного оттопыривался. Чтобы избежать этого, советую количество петель на планке делать на 2-3 петли меньше, чем на кармане. И тогда, вероятно, не придется вставлять резинку. Была у меня мысль в куртку, для куртки сделать подкладку, но сразу этого не сделала, а потом и вовсе забыла. По результату этой работы я сделала для себя важное открытие. Я не часто вяжу вещи с капюшоном, поэтому не знала такого нюанса. При вязании капюшона в самом начале я вывязывала подъем выреза горловины, чтобы капюшон не тянул вниз. И связала эти места двойными, что оказалось отличным решением. Так вот, надо было вывязывать этот подъем горловины с убавлением петель по краю. Видите, сбоку контур капюшона идет не прямо, а уходит наружу. Если бы не было этих лишних уголков, то край капюшона был бы продолжением полочек. На будущее, когда захочу еще связать изделие с капюшоном, надо постараться не забыть этот момент. Вот. В остальном претензий к куртке не имею. Ношу ее с удовольствием. И на этом с вами прощаюсь, оставив на память несколько фото.